Чего бы это ни стоило. Ладно, зайка. От винта. А помните, как в прошлом сезоне аниме-дело удивили всех невероятным множеством второсортной романтики и шлаковых R+ тайтлов, каждый из которых был с гордостью, честью и радостью апроприирован на моем YouTube-канале. Но в этот раз вообще все по-другому. Прям все иначе. Представляете, летом японцы решили порадовать и меня, и вас, и всех нас продолжениями всеми любимых мультиков. Так еще и кучу других новых перспективных шуток-прибауток понапридумывали. И прикиньте, среди всего этого нет ни одного тайтла с рейтингом R+. Ладно, есть. Губы замужней женщины на вкус как тюхай в жестяной банке. Подтверждаю, матерей подписчиков целовал. Что насчет остальных тайтлов, которые сегодня будут представлены? Там вообще все по-доброму. Все хорошо, все для людей. Там и мемы будут, и романтика, и кулинария, и немножко исекаев. И даже очень умное аниме для умных. Но начнем мы с того, что до сих пор уже который сезон не может закончиться. Девушка на час 4. 4-й сезон, друзья. Главный герой уже больше 100 серий тратит деньги на свидания, после которых даже никакого осадка не остается. Вы, если вдруг задались вопросом, откуда 100, если всего 3 сезона по 12 серий было, а я уверен, есть среди фанатов этой вселенной такие же отбитые, как главный герой, кто настолько проникся концепцией, что даже все овы с нейросетевыми фонами пересмотрел. Я лично одного такого знаю. Этот глупый свин не понимает мечту Санта-Клауса. Челы сняли один успешный сезон и решили не останавливаться, уже доят франшизу как могут. Все бесконечное ранобэ на куски попилили и стабильно делают каждый новый фильм хуже, чем предыдущий. Единственное, ради чего это все еще стоит посмотреть, те самые прикольные диалоги между главными героями. Там еще было дело, полнометражка в 2023 году выходила про сестру ГГ, где наконец-то закрыли ее арку. Но, уверен, никто не смотрел этот фильм. Хотя в этот раз продолжение — это сериал. Возможно, есть шанс, что злоключения этого ничего не понимающего свина таки закончатся. Так или иначе, тут явно есть рождественская атмосфера, поэтому к концу года в новогодней подборочке обязательно доложу вам, насколько это говно. А пока все, что вам нужно знать, по крайней мере начало, это прям полный кал. И потому что это какой-то дебильный самоповтор, где ГГ такой типа в библиотеку пришел, а там вся такая девочка загадочная в костюме, блин. И еще важных статистов за последние фильмы прибавилось. И мало того, что действующих лиц уже много, так тут еще и новых добавляют. Даже друга главному герою нового придумали. Зачем? Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту 2. Вот это уже другое дело. Реально ожидаемое продолжение Исекая про коробку, которая работает без электричества и снабжает всех едой, взявшейся из ниоткуда. Были бы тут люди поумнее, уже бы давно получили Нобелевскую премию за вечный двигатель. Жаль, пока они только какие-то монетки получают, за которые можно любое желание исполнить, но, спойлер, ГГ так и останется холодильником. В честь этого 27 легенд уже поставили 10 баллов авансом. Абсолютно заслуженно. Туалетный мальчик Ханака 2, часть 2. Вы мне скажите, это кто-то реально смотрел? То ли дело, я знаю некую другую вторую часть второго сезона, но это уже совсем другая история. Песнь ночных сов 2. Помните, да? Был такое аниме, популярность которого в свое время предсказал сам лично Гигук. А вы, наверное, уже и не помните, кто такой вообще Гигук. Ну, короче, было такое аниме якобы вайбовое, про ночь, про вампиров. Но что там происходило, никто и не знает, потому что весь хайп закончился на одном стильном опенинге. И тут выходит второй сезон. Уверяю вас, друзья, здесь ситуация абсолютно идентичная. Опенинг пусть и не такой хайповый, но вайп некий все равно присутствует. И кадры нарисованы, и анимация стильная, и вообще ничего этого не будет в самом тайтле. Как обычно, PNG-картинки с периодической анимацией рта. Но вот этой боевой сценой зрители уже на удочку подцепили. Да, респект таким аниме-делам. Дан-да-дан 2. Здесь ситуация похожая на предыдущий тайтл, но немножко другая. Тоже был в свое время модный, стильный опенинг, который жесть как хайпанул. Но помимо него и само аниме тоже было ничего так. Я даже, если не забыли, делал о нем видео, в котором мы с Red 2D сравнивали мангу и аниме. Я тогда еще пришел к выводу, что аниме норм, смотреть можно. Ну и вот он, второй
второй сезон подоспел. В отличие от другого некогда хайпового сёнэна про мистику и пубертатные желания, здесь как бензопиле тянуть не стали. И пока еще кто-то что-то помнит, быстренько начали выпускать продолжение. Правда, я бы это скорее назвал второй частью первого сезона, чем полноценным вторым. Потому что режиссер болт клал на введение зрителей в историю и просто сходу пошел далее по тексту. Так что, если вы чутка запамятовали, зачем горемычные приехали в гости к другу и откуда вообще взялся какой-то друг, напомню. У несчастного родителям поплохело, и он точно уверен, что дело в каком-то домовом проклятии. Но никто из заказанных медиумов помочь не смог, потому пришлось обратиться к старой подруге. Все, можете дальше смотреть, не благодарите. Хотя ладно, благодарите подписками на Бусти. Гатиакута. Мог ли Диоген представить, что спустя много-много лет отсылки на его деятельность будут выглядеть именно так? Знаете, есть в интернете известный спор о том, что современные сёнэны — это мусор. Так вот, друзья, мы дожили. Наконец-то сняли настоящий мусор. Это буквально аниме про свалку. Здесь, в мире победившего капитализма, Стас Аскет сводил концы с концами. Искал весь хлам, который зря выбросили, чтобы хоть чем-то поживиться. Но даже так, жизнь главного героя была еще вполне себе приемлема. Потому что всегда можно хуже. И кроме жизни в трущобах есть абсолютная не жизнь. Где-то на дне бездны, куда сбрасывают не только все отходы, но и самых отпетых преступников. Ну и горемычного однажды тоже осудили за 0 минут, поймав на месте преступления. И, конечно, никто прям вообще никто не поверил, что он не вредил приемному отцу. Даже девочка, которую любил, тоже разочаровалась. А все потому, что настоящий отец ГГ в свое время совершил ужасные вещи и как раз был отправлен на дно. А яблоко, как известно, от яблони. И хотя завязка сама по себе реально какой-то эко-продукт из переработанного пластика, стиль у аниме свой присутствует. Знаете, дизайн, анимация, музычка чисто родск играет. Ничего так, нормально. Можно посмотреть, наверное. Это фарфоровая кукла влюбилась 2. Это как бы... Китагава, нельзя так издеваться! Ну что, ударило по голове, да? Вспомнили, какого формата это аниме? Да-да, это еще один из первых таких приколов, где девочка кибергномит мальчика, но на самом деле любит его, но он этого не понимает. А здесь еще и косплей добавили, типа центральная линия есть. Круто! К сожалению, спустя 3 года это все еще кому-то интересно. Хотя, судя по самому аниме, главной героине успеха так и не добилась. 4 лайка! И эта хуйня нравится Артуру Миткаю. Стоп, а кто это? Сведенные кукушкой 2. История о том, как Пупу и Лупу перепутали в роддоме, а потом родители случайно решили их поженить. Итог: Лупа выйдет замуж за Пупу, а может и не выйдет, все-таки гарем в жанрах. В любом случае, не хочу этого знать и вам не советую. Необъятный океан 2. У меня обращение ко всем фанатам данного аниме. Вот вы думаете, что это очень смешно? Смотреть, как персонажи аниме растрачивают свою печень в студенческие годы. Но что, если я вам скажу, что чисто концептуально этот тайтл точь-в-точь повторяет другое продолжение, которое по чистой случайности тоже выходит в этом сезоне. Красавчики из клуба защитников земли. Модники. Вау. Там также мальчики с пальчики, все такие смешные, юморные, развлекаются, веселятся. Но именно это вы, вероятно, положительно не оцените. А все потому, что здесь отсутствует продукция, неразрешенная к продаже зрителям младше 18 лет. А вот и думайте. С нынешними детективами ничего не поделаешь. Во, это уже что-то новое. Но старое. Все аниме один большой набор гэгов про старого детектива, который когда-то давным-давно был ого-го, а сейчас спину ломит, колени хрустят и заказов нет. Однако, в один прекрасный день вообще все изменилось. В жизни старика появилась молодая помощница. Я как представитель молодежи тоже показываю прикольный прикол новый, смотрите, смотрите. Смешно? Теперь шутки стали о том, как древний дед не понимает ничего молодежного. Правда, сами по себе приколы явно придумывали какие-то не меньшие деды, которые вообще не молодежь, и это уже двойной кринж получается. Но в целом доброкачественный. Типа смешно, иногда даже кадры мелькают комичные, и юмор, одним словом. Ночь живых кошаков. А знаете, почему коты ненавидят воду? В первую очередь из-за шерстки. Это могла быть подборка интересных фактов про кошек вперемешку с комедией, но кроме
кроме шуток, тут вообще-то все серьезно. Случился апокалипсис, Землю охватил вирус, превращающий людей в котов после контакта с шерстяными. И теперь главные герои должны как-то выжить. Но время от времени интересные факты и приколы никто не отменял. Интересный факт. Я очень хочу попасть в мир этого аниме, потому что здесь не зазорно есть кошачий корм. А еще у меня несколько недель жил кот-депутат. Вот это он. Балдежный. Город. Аниме от автора Ничиджоу. Больше мне нечего сказать. Те, кто знают, поймут. Косарь или два вот так же кладете. Простите, ради бога. И вот кланяетесь, ребят. Вот краткий гайд, ребят. Плохая девочка. Ну вот, главная героиня такая. Да, прям реально нефор, не такуся. Но все это лишь для того, чтобы произвести впечатление и обратить на себя внимание. Как же она ведома обществом. Ну уж нет уж. Хватит быть типичным миньоном, Сузу. Чё? Слова типичного миньона. Букашка, червь, пубертатная язва. И история эта сделана для таких же пубертатных язв. Но с налетом того, что милые девочки делают милые вещи. А еще у студии название крутое. Умное. Мост. Типа отсылка на Кодзиму, у которого такая же целевая. Межкультурный обмен с девушкой у игровых автоматов. Аниме про лудоманов для лудоманов с терпким соусом и шуток формата канала Селен. Кажется, you very like this игрушка. Maybe you are pubertat? Arknights. Восстание из пепла. Еще один лудоманский мультик, который китайцы выпустили, чтобы прорекламировать скорый выход своего нового казино. Но все мы с вами прекрасно знаем, что лучшее аниме по аниме-игре — это то аниме, которое не вышло. Спасибо Genshin Impact за анонс 2-летней давности и недопущенную ошибку. Драгоценности Рури. Горемычная пошла в лес, чтобы найти драгоценные камни. Настоятельно не рекомендую повторять подобное в жизни. Когда вас найдут в лесу с микролопатой, они могут все неправильно понять. Дождь и ты. Если вы когда-нибудь думали о том, чтобы купить капибару, то вот вам новая навязчивая мысль — приобрести енота. Если повезет, он будет умнее вас и даже сможет писать буквы. Возможно, более осмысленные, чем вы. ГГшка как раз писательница. Так что при просмотре аниме можно будет увидеть качественные изменения от наличия такого питомца. На самом деле, хорошее летнее аниме, под которое не зазорно спится. Благоухающий цветок расцветает с достоинством. Ты обронила. Можешь просто выбросить. А? Я из твоих рук ничего не возьму. Вот, блин, после такого вообще все желание с девочками общаться отпадает. Да? Согласны? Но, как говорится, и на старуху найдется проруха. И на главного героя нашлась главная героиня. А он-то думал, что о нем все думают плохо. А она о нем всегда думала хорошо. А он и не думал, что она уже раньше видела его в кафе, где ГГ неустанно трудится на благо семейного дела. Ну и дальше романтика, злые злодеи, защитный защитник. Ну, такой он хороший. Не бросил девушку в беде. И так далее. В целом, самая классическая анимешная драматургия от Cloverworks. Ничего необычного, вот то ли дело другая романтика. Там вообще жесть, все необычно, вы точно такого не видели. Букет для гадкой девочки. Да-да, они прям не постеснялись, прям вот так в названии и написали «гадкой». Могли бы еще добавить мерзкой, противной, поганой, отвратной, тошнотворной, неприятной, в общем. Это, друзья, называется новая искренность. Продам Ford Focus. Лето, когда погас свет. Блин, но это что-то для умных. Я прям сразу с первых кадров понял. Тут такое все загадочное, необычное. А еще на другом сайте название «Лето, когда умер Хикару». Ну, то есть, получается, заспойлерили мощный символизм в имени главного героя. Да. С другой стороны, как-то странно, что парня зовут Света. Что до сюжета, Горемычный потерялся в горах. Всем селом искали, ну и нашли, к счастью. К несчастью, спустя пару дней друг заметил, что Света какой-то не такой. Ну и спросил прямо, а не кто-то ли это другой часом? Реально. Оказалось, свет погас, а на его место пришла какая-то бесформенная барабашка. И тут друг такой, знаете, аморфный достаточно, принял действительность, решил никому ничего не рассказывать, хранить тайну и продолжил дружить с плесенью. Но ведь там еще 11 серий, в которых что-то должно происходить. А прикиньте, оказывается, главный чупакабрик не единственный представитель своего вида. И среди людей есть какая-то тайная организация, что связана с этими кракозябрами. Поэтому впереди нас ждет так называемый сюжет. Мне даже стало интересно, про что же по итогу будет этот тайтл. Но, видимо, интересно стало только мне, потому что почему-то на моем любимом сайте, где озвучивают вообще все,
говно на свете и всему ставят больше 4,5 баллов, здесь набралось лишь 3,9. Это многое говорит о нашем обществе. Все тот же невзрачный боец. Наконец-то, ребята, вышло аниме про Рапича. Главный герой был необоснованно осужден обществом за увлечение 14.1. И после выплаченных 300 тысяч штрафа совсем замкнулся в себе. Случилось, одним словом, депрессия. Но ничего не стоит печалиться, ведь прямо сейчас доступно свежее эксклюзивное предложение попасть в Isekai с возможностью распределения характеристик как душе угодно. Ну и что бы вы думали? Папаня себе не изменяет. Все важные показатели выкрутил в минус, чтобы заработать как можно больше бонусных очков. Теперь он выглядит... Как выглядит? Побеждает всех с одного удара и получает урон от любой мелочи. Даже еды нормально не поесть. Но зато точно глобус осилит. Не, смотря на его статы, он должен быть мега-гига-уродусом каким-то, а на самом деле он просто жирный и лысый. Ну типа, похер. Нас, мужиков, почти всех после 40 ждет вот примерно такое. Естественно, за редким исключением. Единственное, что я хочу сказать после этого релиза, жду очень много по этому тайтлу с тегом Аглибастер. Апокалипсис Миногры. Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации. Я вот вначале говорил, что этот аниме-сезон удивительный. И вроде даже аниме веселый, но, как говорится, в каждой ложке бочка дегтя с медом. Поэтому без абсолютно неироничного, а прям чистейшего исекайного кала не обошлось. Главный герой, кто бы мог подумать, сдох. Перед этим он, конечно, долго болел, страдал и параллельно играл в любимую компьютерную игру. И ну как ему повезло. Переродившись где-то в неизвестном мире, с ним за компанию появилась любимая героиня той самой игры. И она вообще все помнит, через что они прошли, и тоже неровно дышит ГГ. Есть только один нюанс. Остальные NPC в этом мире видят Горемычного как сгусток темной энергии. Но так-то он мирный, добрый, даже бедолагам еды бесплатно дал. Хороший, а тайтл плохой. Злокачественный кринж. Не смотрите. Три сестры Микадона оказались неожиданно простыми. На первый взгляд, это обычное аниме формата «крутая девочка кибербулит мальчика». Но на самом деле здесь скрыт глубокий упрек в сторону нашего современного общества. В общем, Горемычный он типа никто. Обычный микрочел. Но вот мать у него была, ну такая актриса. Жаль, сфидела недавно, и сынуля остался один, так и не постигнув радости семейной жизни. Но ничего, друг семьи согласился приютить молодого по старой памяти. Однако, каково же было удивление ГГ, когда оказалось, что он будет проживать в доме тех самых 3 самых крутых учениц школы, где его недавно заставили драить полы за то, что он неталантливый не талант. Да, друзья. Представляете, существуют обычные люди, которые не добиваются каких-то медийных, спортивных или научных высот, и они просто живут и радуются жизни. Аниме вот могло быть как раз об этом, но по итогу главный герой все равно очень крутой. Он полы умеет до блеска за 0 минут мыть, и вообще во всех домашних делах очень крутой, а должен был и в уборке быть посредственностью, и вообще везде, чтобы его никуда на работу не взяли, а что по итогу задумка как-то не состоялась. Тайтл скорее еще больше вгонит в депрессию нормисов, которые ничего не добились. Ведь ГГ хоть чего-то, но добился. Так что, зрители, продолжайте страдать от своих нереализованных амбиций. А потом, когда вырастете, сможете их на детей спроецировать. Молчаливая ведьма. Тайна молчаливой колдуньи. Сказочная история о том, как девочка из-за шкафья поборола свою неуверенность и таки научилась колдовать. Хотя ей так не по себе было говорить буквы на публике. Но научилась она это делать без прочтения заклинаний. Поэтому ГГшка стала первой имбой в королевстве. Даже сильнейшего черного дракона и всю его стаю победила. Только вот сам тайтл о дворцовых интригах, в которых придется участвовать, чтобы защитить какого-то там второго принца. А она всего-то хотела тихо кушать шоколадки, которые во рту взрываются, Альпенгольд. Мораль, как бы высоко ни летал великий маг, аниме все равно будет про школу. За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених ее сестры. Не смотрите это. Увидимся завтра в ресторанном дворике. Есть 2 главные героини. Обе не вписываются в общество. Никто с ними особо не общается. Сидят в классах за дальними партами, и ну вообще никто не знает, что у них в головах творится. А там, друзья,
полная картина нашего мироздания. Диалоги о внеземных формах жизни, о сущности нашего бытия, рассказы про финансовую грамотность, перетекающие в критику современных гача-игр под соусом разговора о бессмысленных разговорах людей вокруг, мнения о которых строятся на основе услышанных обрывков фраз. Короче, сидят что-то после школы о том о сём говорят. Если вам интересно прям реальная повседневность, да еще и с юмористичной визуализацией того, о чем герои говорят, можете посмотреть. Но есть одно критическое упущение. Dreamcast почему-то не стали озвучивать это аниме. А вот вы представьте, если бы метакомментаторы еще потом в конце каждой серии разгоняли о том, о чем говорили ГГшки. Вот это было бы да. А так, сам по себе тайтл, понимаете, не искренне. Все не по-настоящему, по сценарию. То ли дело, мы сходили на фудкорт. Вот там реально чистая импровизация, все экспромтом, прям жизнь как она есть. Видео отчет можете посмотреть на Бусти. Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника. Очередное аниме о том, как самого важного авантюриста в группе изгнали. Но в этот раз никаких вступлений в новый отряд не будет. Чел реально ушел на пенсию. Решил на закате карьеры открыть ресторан, чтобы продолжить заниматься любимым делом. Будет кормить не группу, а посетителей. И вот пока ГГ проводил тотальную закупку, на глаза ему попался необычный лот на аукционе. Не крашеная, а возможно немножко битая. Кто же ее купит? Даю 300 тысяч! 500 тысяч! 600! 660! 600! Ошалеть, ребят, ничего себе, она дорогая. Я так-то и за несколько рублей до депо на Бусти готов для вас сделать что угодно. Почти. Начинающий ресторатор в итоге уплатил с десяток миллионов, просадил последние деньги, но зато теперь в заведении есть официант на ставку размером с миску риса. А мог бы просто нанять себе маленького лампового аниме-ютубера. Он бы делал ровным счетом и ничего полезного, зато дешево. Готовка ферма. Главный герой с детства любил математику. Прям вот, математику любил. А еще хотел математиком стать. Да. В аниме об этом скажут примерно раз 10, но мультик даже близко не про математику. Это вообще-то вторая часть тайтла, где Диму Лучегу учат чистить картошку. Дмитрий, картофель подготовлен. Можно чистить. Давай, выбираем пару картофельных. Раз, два, три. Короче, смотри, Дима, объясню тебе. Когда ты встречаешь картошку, у которой есть так называемые глаза... Вот так вот Дмитрий производил чистинг картошки, и, как вы можете понять, не очень успешно. Отель для нелюдей. Автор в какой-то момент явно пересмотрел Джона Уика и решил сделать свою феноменальную историю про жестких делителей. Только это ситком, и каждая серия про новых не главных не героев, а злодеев. Потому что главные здесь консьержи, предоставляющие расширенный спектр услуг посетителям отеля. Как боевик это не работает. В тайтле нет собаки, поэтому это в принципе не работает. Потраченного времени жаль. Терки. В токийских Мстителях был эпизод про боулинг. В Гатарях был эпизод про боулинг. А аниме про боулинг не было. К счастью, японцы наконец-то решили это исправить. Теперь у нас есть аниме про боулинг, где персонажи гоняют шары благодаря чудесам ротоскопинга. Но на самом деле... это аниме про то, как милые девочки делают милые вещи, иногда ссорятся по пустякам, потому что не сошлись в мечтах и целях на будущее. А нет, простите, это оказывается аниме про закольцованное путешествие во времени, в ходе которого главные героини станут прародителями кегельного спорта. У меня остался только один вопрос. Кто до этого додумался? И почему он решил отказаться от смешных анимаций на телеке после выбитого страйка? Повелитель тайн. Клоун. Голофонистый, графоманский китайский исекай. Первородный грех Такапи. Под конец я оставил для вас такое аниме, что к нему даже сами авторы дисклеймер сделали, типа смотрите на свой страх и риск, тут вообще жесть, что происходит. Сцены негативные, 0 положительных эмоций, только горе и страдания. Ну, то есть тайтл вас как бы сразу предупреждает, что он не такой, как все. Типа, для умных. Хотя начинается все вообще по-глупому. Какое-то нечто прилетело с далекой счастливой планеты, чтобы дарить другим добро и радость. Но пока в своих начинаниях нисколько успеха не добилась. А тут как раз ГГшка мимо проходила, случайно хлебом накормила, и все. Сюжет как закрутился. Каждый день новый хлеб,
Каждый хлеб — новая попытка подарить веселье с помощью магических приборов. Но по итогу Горемычная как-то счастливо не стала. И теперь инопланетянину предстоит разобраться, а почему же, как же так у людей жизнь работает, что все может плохо кончиться? Варианта у вас два. Либо вы посмотрите и решите, что это 10 из 10 драма высочайшего уровня, реально по-умному. Либо вы посмотрите и поймете, что это какая-то натянутая попытка в очередной раз рассказать зрителям, как бывает трудно жить, хотя они и сами знают, как оно бывает. Но, как говорится, негативный опыт тоже опыт. Поэтому тайтл все равно лучше большинства того, что в среднем выходит. И вообще, никаких эмоций не вызывает. А просто духота душная. Вот так получается, сезон летний получился прям насыщенный, интересный. Но я пока все это смотрел, все равно устал до изнеможения. На улице по прогнозу 25 градусов, на деле ощущается как 45. Погода к впитыванию анимешности вообще не располагает. Плавит, печет, жарит, жить тяжело. Подписывайтесь на Бусти, чтобы я купил новый кондиционер, а то вот эта вот крутиляторка, блин, с водой вообще ничего не дает, никакого эффекта, только воду впустую тратит. Тем, кто уже отправил много денег, много спасибо. Цевил, Милвус, Камсфех, Харса, Мистер Квадр, Йохит, Люкс, Максим Акимов, Типичный статист, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока!